Представь себе момент, когда весь мир словно сходит с ума. Над горами поднимаются столбы черного дыма, из разломов земной коры вырывается огонь, а города замирают под гул, словно надвигающейся бури. Это не сцена из фильма катастрофы. Это гипотетический сценарий, в котором все вулканы на Земле начинают извергаться одновременно. Более 1500 активных вулканов, включая подводные, выбрасывают лаву, пепел и газы в одно и то же время. Вулканическая активность охватывает каждую часть планеты. На Аляске просыпается Катмай, в Исландии трещит система Лаки. Над Индонезией взрывается Кракатау, а в США начинает дрожать почва над Йеллоустоуном. Огненные потоки текут по склонам Анд и Альп. В Африке просыпается Нирагонга с его сверхжидкой лавой, способной за часы уничтожить целые города. Даже подводные вулканы начинают бурлить в глубинах океанов, выбрасывая в воду огромные объемы магмы и токсичных веществ. Температура воздуха резко возрастает в зонах извержений, но это только начало. Мировые авиалинии останавливаются. В небе образуется хаос из пепла, мешающего полетам. Начинаются массовые отключения электричества из-за повреждения линий связи и подстанций. Люди в панике пытаются понять, что происходит, но сообщения из разных точек мира говорят одно: это происходит везде. С каждым часом ситуация ухудшается. Количество выброшенных в атмосферу частиц увеличивается в геометрической прогрессии. Города покрываются слоем пепла, пожары уничтожают леса, дым застилает небо. Но самое страшное даже не видно невооруженным глазом. Есть одна угроза, которая приходит не с огнем и камнями, а с небесной темнотой. Первые часы после начала глобального извержения — это только пролог. Настоящая катастрофа начинается, когда миллиарды тонн вулканического пепла и газов поднимаются в стратосферу. Эта темная завеса стремительно накрывает небо. Солнечный свет, прежде яркий и привычный, становится тусклым и багровым, а затем исчезает вовсе. Пепел в атмосфере блокирует солнечные лучи, создавая эффект, известный как вулканическая зима. Температура на поверхности Земли начинает резко падать. В некоторых регионах снег выпадает в разгар лета. Тропические леса увядают от холода. Внезапное похолодание разрушает природные циклы. Все живое оказывается под угрозой. Но пепел — это не просто визуальный барьер. Он проникает в легкие, вызывает удушье, обострение хронических болезней, а в высоких концентрациях может быть смертелен. Открытые водоемы загрязняются. Дожди, которые еще недавно были источником жизни, становятся кислотными. Осадки разъедают металл, уничтожают посевы и отравляют почву. В мегаполисах наступает энергетический кризис. Солнечные панели становятся бесполезными, а тепловые станции перегружены. Люди включают обогреватели, но электроэнергии не хватает. В домах холодно, мрачно, неуютно. Школы закрыты, больницы переполнены. И все это происходит не где-то, а везде одновременно. Ни один континент, ни одна страна не избежала удара. Все прячутся под крышей, но никто не может скрыться от атмосферы, а между тем сама атмосфера уже меняется, необратимо и агрессивно. Наряду с пеплом в атмосферу попадает гигантское количество газов. Один из самых опасных — диоксид серы. В огромных концентрациях он превращается в аэрозоли, отражающие солнечный свет и охлаждающие планету. Но одновременно они вызывают кислотные осадки, уничтожающие все живое. Вместе с этим вулканы выбрасывают миллиарды тонн углекислого газа. В норме такие объемы выбрасываются в течение тысяч лет, но здесь это происходит за считанные дни. В результате разбалансировка атмосферы. Кислотные дожди сменяются периодами удушающего смога. Люди начинают носить маски, фильтры, использовать автономные системы очистки воздуха. Кислород в воздухе уменьшается из-за снижения фотосинтеза. Растения не получают свет. В некоторых регионах уровень кислорода падает настолько, что требуется искусственная вентиляция даже в жилых домах. Человечество задыхается, буквально. Для животных это более трагичные события. Миграции срываются, пищевые цепи рушатся, исчезают насекомые-опылители, биосфера начинает разваливаться по швам. Но даже это еще не предел, потому что под всей этой атмосферной бурей Земля продолжает двигаться, и с каждым часом ее движения становятся все более угрожающими. Массивное извержение десятков и сотен вулканов не может не отразиться на тектонической активности. Давление в недрах планеты резко перераспределяется. Начинается сейсмическая лихорадка. Землетрясения происходят в тех зонах, где их не было веками. Огромные участки суши трескаются, образуются новые разломы. Особенно страдают регионы с активными геологическими зонами: Япония, Индонезия, Чили, западное побережье США. Там подземные толчки идут один за другим. В некоторых случаях они сопровождаются цунами, обрушивающимися на прибрежные города. Сдвиги тектонических плит могут привести к образованию новых вулканов. И тут проявляется эффект каскада. Извержения вызывают землетрясения, те, в свою очередь,
новые извержения. Вулканическая активность подпитывает сама себя. Некоторые горные цепи меняют форму, ледники трескаются, лавины сходят с гор. Даже под землей появляются подвижные зоны, угольные шахты, туннели, метро. Все становится потенциальной ловушкой. Это не просто апокалипсис, это начало масштабной геологической перестройки. И эта перестройка запускает самый опасный механизм, цепную реакцию, от которой может не остаться ничего привычного. Когда один вулкан извергается, он может провоцировать соседние. Это известно в геологии. Но при одновременном извержении всех вулканов происходит гораздо более опасное явление — эффект самоподдерживающегося кризиса. Термодинамика недр Земли выходит из равновесия. Новые жерла открываются там, где их не было. Геофизики давно знают о существовании вулканических цепей. Это когда один очаг магмы может быть связан с другими. Так, извержение в Индонезии может повлиять на процессы в Тихоокеанском огненном кольце, а всплеск активности в Исландии на Гренландию и Канаду. Модель такого сценария выглядит как домино. Один толчок, и все рушится. Новые вулканы рождаются среди спящих гор. Лавовые поля охватывают долины. Подземные резервуары магмы соединяются, увеличивая мощность извержений. Но опаснее всего не магма и не лава, а то, что происходит в атмосфере. Каждый новый вулкан — это новая доза пепла, газа и жара. Воздух становится все менее пригодным для дыхания. Тепловой баланс планеты колеблется между крайним холодом и внезапными скачками жары вблизи активных зон. Мир катится в пике. Но среди всей этой паники и разрушения начинают пробуждаться те, кто дольше всех молчал. Гиганты, способные стереть континенты с лица Земли. На фоне общей паники начинают пробуждаться те, кого в научном мире называют супервулканами. Это гигантские вулканические структуры, извержения которых происходят раз в сотни тысяч лет и могут изменить климат всей планеты. Один из самых известных — Йеллоустоун, расположенный в США. Его магматическая камера способна выбросить столько пепла, что слой толщиной в несколько футов покроет половину Северной Америки. Но Йеллоустоун не единственный. В Индонезии скрывается кальдера Тоба, следом за ней Кампи Флегреи под Неаполем, Таупо в Новой Зеландии и Аира в Японии. Если эти супервулканы начинают действовать синхронно, последствия выходят за рамки обычной катастрофы. Это коллапс климата, экосистем и цивилизации. Извержение супервулкана не похоже на обычный вулкан. Это не просто потоки лавы. Это гигантский взрыв, после которого над землей в течение нескольких месяцев висит купол из токсичного дыма и пепла. Звук взрыва слышен за сотни миль, а небо становится багровым даже в зонах, удаленных на тысячи миль от эпицентра. Растения увядают, животные погибают, целые континенты покрываются вулканическим стеклом. И что бы ни делало человечество, спрятаться от этой угрозы почти невозможно. Но еще страшнее то, что начнет происходить в полях и на фермах, когда еда исчезает с прилавков, а вода становится ядом. Первые недели после извержения супервулканов ознаменованы не только холодом и темнотой, но и крахом сельского хозяйства. Без солнечного света фотосинтез невозможен. Посевы гибнут, урожай не всходит. Даже теплицы не справляются, ведь солнечного света недостаточно даже для искусственного освещения. Животноводство сталкивается с критическим дефицитом кормов. Питьевая вода загрязняется кислотными дождями. Рыбы гибнут в отравленных водоемах. Молочные продукты и мясо становятся дефицитом, а затем и вовсе исчезают. Люди возвращаются к примитивным методам добычи пищи. Охоте, собирательству, а затем к выживанию на консервах и запасах, которых хватит ненадолго. Особенно остро кризис ощущается в городах. Паника в супермаркетах сменяется голодными бунтами. Эвакуации из мегаполисов приводят к гуманитарной катастрофе. Помощь извне невозможна, все страны пострадали одновременно. Запасы продовольствия тают с каждым днем. Правительства пытаются ввести продуктовые пайки, но логистика рушится. Поля покрыты пеплом, фермеры бегут, техника не работает. Все человечество впервые за столетия сталкивается с угрозой глобального голода. Но когда еда исчезает, в людях пробуждаются самые темные инстинкты. Когда привычный мир рушится, включаются базовые инстинкты. Люди ищут укрытие, запасы, защиту. Города превращаются в ловушки, без света, тепла и еды выживать там невозможно. Миллионы бегут в деревни и леса. Начинается великое переселение, хаотичное и опасное. Государственные структуры перестают функционировать. Интернет отключается, банковские счета становятся бесполезными, ценности меняются, главной валютой становится вода, еда, лекарства и топливо. Люди объединяются в небольшие общины, где выживание зависит от
сплоченности и умения защищаться. Оружие появляется везде. Грабежи, захваты продовольственных складов, угоны машин, но все это становится частью новой реальности. В некоторых регионах вводится военное положение, но армия истощена и не в силах контролировать ситуацию. Наступает анархия. Те, кто заранее построил автономные убежища, выживают. Но их единицы. Остальные борются, прячутся, бегут. Многие погибают не от лавы или газа, а от голода, переохлаждения и человеческой жестокости. На фоне этого ужаса гибнет то, что раньше считалось вечным — экосистема морей и океанов. Там, под толщей воды, начинается своя катастрофа. Океаны, которые тысячелетиями были буфером между атмосферой и сушей, первыми принимают на себя удары изменения климата. Пепел, оседающий в воду, меняет ее состав. Сернистые соединения и углекислый газ закисляют океан. Уровень pH падает, превращая морскую воду в кислую среду, в которой не выживают кораллы, моллюски и планктон. Планктон — основа морской пищевой цепи. С его исчезновением гибнут рыбы, а следом морские млекопитающие. Китам, дельфинам, тюленям не хватает пищи. Моря опустошаются. Рыболовные суда, и без того лишенные топлива и связи, возвращаются с пустыми трюмами. Кроме того, извержения подводных вулканов поднимают с глубин токсины и сероводород. Некоторые зоны океана становятся мертвыми. Там нет ни кислорода, ни жизни. Волны приносят на берега миллионы мертвых рыб. Запах гниения усиливает панику на суше. Глобальные океанические течения, такие как Гольфстрим, замедляются. Это приводит к резкому изменению климата по всей планете. Некоторые регионы мерзнут, другие испытывают невыносимую жару. Мир утрачивает климатическое равновесие. Но чтобы понять, насколько реальна такая катастрофа, стоит оглянуться назад, на то, что уже случалось раньше, в прошлых эпохах. История не раз сталкивалась с вулканическими катастрофами. Самый яркий пример — извержение вулкана Тамбора в начале 19 века. Это событие стало причиной так называемого «года без лета». Урожаи в Европе погибли, начался голод, а климат изменился на несколько лет. До этого — Кракатау, взрыв которого был слышен за 3000 миль, или Везувий, поглотивший Помпеи. Все они были лишь эпизодами на фоне того, что могло бы произойти при одновременном извержении всех вулканов. Ученые изучают слои пепла в ледниках Антарктиды и Гренландии, чтобы понять, как раньше менялась атмосфера после катастроф. Эти данные показывают, даже одно мощное извержение может снизить среднюю температуру Земли на несколько градусов на многие годы. Если учесть, что сейчас мы говорим о сотнях и тысячах активных вулканов одновременно, масштабы прошлого кажутся лишь предупреждением. И, возможно, мы только начинаем осознавать, насколько тонко является грань между стабильностью и хаосом. Когда планета горит, а небо скрыто под завесой пепла, один вопрос становится самым важным. Где еще можно выжить? Научные модели показывают, что даже в глобальной катастрофе существуют зоны, где последствия будут не столь разрушительными. Это регионы, отдаленные от вулканических поясов, с устойчивым климатом и достаточными ресурсами. Такие места, как Новая Зеландия, части Канады, северо-западная Европа и некоторые регионы Южной Америки могут временно оставаться обитаемыми. Там меньше вероятность землетрясений, ниже концентрация пепла, а география позволяет защититься от кислотных дождей и перепадов температуры. Но даже там условия будут далеки от комфортных. Температура упадет, солнечного света будет минимум, продовольствие и энергия на вес золота. Население этих регионов столкнется с потоком беженцев, что создаст напряженность и конфликты. Вопрос выживания будет стоять перед каждым. Некоторые компании и частные лица заранее инвестируют в подземные укрытия. Убежища с фильтрами воздуха, автономными системами электроснабжения, запасами еды и воды становятся новой реальностью для элит. Для всех остальных надежда на устойчивость и адаптацию. Но даже самые продвинутые технологии бессильны перед хаосом, если катастрофа примет еще более страшный оборот, описанный в теориях и сценариях конца цивилизации. Сценарий одновременного извержения всех вулканов долгое время считался фантастическим. Но в научной и околонаучной среде существует ряд гипотез, в которых подобные катастрофы становятся точкой отсчета для глобального вымирания. Некоторые ученые сравнивают это с тем, что произошло с динозаврами. Только вместо метеорита источником разрушения становится сама Земля. Существует теория, что мощное извержение супервулкана может запустить цепную реакцию, в результате которой в атмосферу попадет столько парниковых и токсичных газов, что начнется необратимый климатический сдвиг. Это может превратить планету в подобие Венеры, с облаками серной кислоты и температурой, несовместимой с жизнью. Другие сценарии описывают вулканическую темницу, многолетнюю темноту, в которой фотосинтез
синтез невозможен, а биосфера окончательно разрушается. Без света, тепла и кислорода человечество вымирает медленно в подземных укрытиях, как в постапокалиптическом сне. И есть теории, в которых такая катастрофа вовсе не конец, а перезагрузка. Природа адаптируется. Новые виды, мутировавшие под действием экстремальных условий, занимают место старых. Земля очищается от цивилизации, чтобы начать все заново. Но чтобы это стало возможным, должен пройти один этап — успокоение. И если он наступит, мир уже не будет прежним. Когда последний вулкан замирает, пепел постепенно оседает, и небо вновь становится прозрачным, начинается новая эра. Но это уже другая планета. Растительность исчезла на большинстве континентов. Животный мир сократился до минимума. Людей миллионы, не миллиарды. Мир молчит. Восстановление займет десятилетия, а возможно и столетия. Возвращение Солнца не означает возвращение жизни. Почва отравлена, атмосфера нестабильна. Углеродный цикл сломан. Ученые, выжившие, будут заново измерять климат, анализировать остатки биосферы и искать пути к возрождению. Человечество начнет строить заново, научится использовать тепло Земли, энергию геотермальных источников, возможно, освоит подземное сельское хозяйство и замкнутые экосистемы. Некоторые культуры и знания будут утрачены, но выжившие будут помнить. И, быть может, когда-нибудь, спустя много поколений, люди выйдут под открытое небо, увидят солнце и скажут, что Земля снова жива. Но память о дне, когда все вулканы заговорили одновременно, останется как предостережение. Планета — не только наш дом, но и сила, способная разрушить все за один миг.